Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим, какие изменения в позициях SOT SFTC произошли за неделю, а также как произошло закрытие на форте, какие позиции юридических лиц на форте ММВБ. По наиболее интересным активам это нефть, золото, валюты, ну и ключевые акции посмотрим. Так, начнем с числа буровых установок от Baker Hughes. Несмотря на то, что цены на нефть проседают, количество буровых установок растет. Но опять же, тут ситуация следующая, что Brent 38+, это цена, которая комфортна для американских сланцевиков. То есть они добычу разворачивают. Но здесь получается ситуация обратного противодействия. Потому как для того, чтобы начали расти цены на нефть, нужно сократить предложение, ну или увеличить спрос. Но ни в коем случае не увеличивать добычу. Судя по росту активных буровых установок, в Америке постепенно происходит наращивание добычи нефти, ну или готовится плацдарм для того, чтобы такое осуществить. Вот, соответственно, это будет оказывать дополнительное давление на цены на нефть, и поэтому вполне возможно, что в ближайшее время просадка цен на нефть продолжится. Так, ну и вот соты по нефти, количество спекулятивных позиций по сырой нефти. Что у нас получается? Идет небольшое снижение, но там в пределах 5%. Дело в том, что здесь, скорее всего, произошел перелом, и мы сейчас увидим дальнейшее снижение позиций SOT SFTC лонговых у американских трейдеров, спекулятивных позиций. И, соответственно, это приведет к дальнейшему давлению на цены на нефть и их снижение. Так, дальше SOT SFTC по золоту. Здесь у нас идет все движение в районе 250 тысяч. Соответственно, здесь не происходит существенного снижения, но и роста тоже нет. То есть это говорит о том, что сейчас в текущий момент времени по золоту идет ожидание того, как пройдут, скорее всего, американские выборы и какие решения будут предприняты относительно предоставления стимулирующих мер. До этого момента золото, соответственно, крутится в районе 250 тысяч. Вот, да, есть небольшое снижение, но пока это небольшое снижение, оно ни о чем не говорит. Хотя на этой неделе мы наблюдали активное движение вниз. Вот, но его, правда, практически все выкупили. И с моей точки зрения, наверное, будет какой-то обратный ход. Таким образом, исходя из недельного изменения сотов по золоту, американские спекулянты на текущей неделе ожидают то, что по золоту продлится боковик. Ну, я не уверен, что такое произойдет, поскольку и выборы, и другие очень весомые экономические события на предстоящей неделе. И поэтому здесь, как бы с моей точки зрения, есть основания для очень резких колебаний цен на золото. Вот. Ну, скорее всего, в начале недели действительно будет боковик вокруг достигнутых значениях, то есть в диапазоне 1870-1900. Так, далее ситуация по NASDAQ. По NASDAQ идет выход из лонговых позиций, уже появились шортовые позиции, то есть идет отток спекулятивного капитала, так называемого, из высокотехнологического американского индекса NASDAQ 100. Так, далее природный газ. По природному газу были достигнуты максимальные значения ранее, и сейчас начинают резать лонги по природному газу, причем достаточно ощутимо. То есть где-то на трейд даже больше сократили длинные позиции по природному газу. Так, далее фьючерс на S&P 500. Здесь ситуация обратная NASDAQ, идет рост лонговых позиций. То есть спекулянты ждут, что в S&P произойдет отскок. Так, далее серебро. Ну, по серебру ситуация аналогичная с золотом. Здесь идет небольшая консолидация, если это так можно назвать, в районе 45 тысяч. Вот. Ну, здесь, я думаю, серебро полностью повторит движение золота. Единственное, какой момент. Эти металлы, они то один является предвестником другого, то другой. Вот. Я думаю, в данной ситуации предвестником движения все-таки будет являться золото. Если золото начинает расти, будет движение вверх и по серебру. Так, далее по евро. Позиции SOT SFTC по евро. Здесь идет активный выход на текущий момент из лонгов по евро со стороны спекулянтов.
Вот нарисовали вершину, максимум, соответственно, сейчас идет снижение. В целом, для того, чтобы завершить вот всю эту траекторию, необходимо еще одно такое движение на 200. И после этого уже можно свободно падать, идти в ноль и открывать отрицательную область. Вот. Но опять же, это не является гарантом того, что по евро будет задерг по евро-доллару на 1.25 и 1.30. Вот. Но тем не менее, такое движение, оно все-таки, наверное, в дальнейшем произойдет, но чуть позже. Пока на текущий момент идет просадка, выход из евро и, соответственно, делают ставку на доллар. Вот. Но посмотрим, как расстановка сил изменится в ближайшем месяце, в ноябре. Так, далее рубль. Позиции SOT FTC по рублю. Но здесь смотрите, у нас по рублю на этой неделе было достаточно сильное ослабление. Но позиции у американских спекулянтов, они изменились не сильно. С чем это связано? Я так предполагаю. Это связано с тем, что основная масса капитала, она вышла. Вот здесь вот еще в марте. Ну там какие-то остатки были, которые посмывались в июне. Вот, а на текущий момент тут либо какие-то мелкие игроки, которые не владеют четкой картиной по рублю. Ну и, соответственно, крупные игроки, они пока не заходят, не делают никакой более или менее вменяемой ставки за рубль или против рубля. То есть сейчас позиция спекулятивного капитала более или менее существенного или более или менее крупного, она сводится к тому, что ну, вообще как бы с рублем, на рубль и против рубля никто ставку не делает. Я так понимаю, это связано с возросшими геополитическими рисками. Вот. И поэтому ну, текущая ситуация, то, что касается рубль-доллар, ставки против или за рубль, она не отражает того, что происходит. Вот. Поэтому для того, чтобы ситуация изменилась, должно пойти резкое движение. Либо вниз, либо вверх по SOT FTC. Соответственно, как только мы увидим выход выше 10 по модулю, то есть 10 тысяч лонг или минус 10 тысяч, тогда можно будет говорить о том, что здесь принимаются какие-то решения, которые отражают картину, которую реально происходит в рубле по отношению к доллару. На текущий момент, вот с учетом нахождения в этом диапазоне, я думаю, картина все-таки она не очень сильно отражает ожидания относительно движения курса рубля. Связано это с тем, что никаких ощутимых ставок здесь нету из-за возросших геополитических рисков. Либо какая-то мелочь играется, либо кто-то хеджирует свои позиции, там, не знаю, может быть, в российских акциях. Вот, поэтому по рублю, конечно, я думаю, это сейчас не очень эффективный показатель. Так, далее вопрос был по меди, кто-то написал. Касательно меди, почему я медь не рассматриваю? Ну, потому что я не знаю, мне кажется, это такая вещь специфическая. Ну, могу вот сейчас справочно посмотреть. SOT FTC по меди. Текущая ситуация заключается в том, что начали немножко подрезать лонги. То есть делают ставку на то, что нефть будет в боковике или проседать. На самом деле здесь изменение, оно совсем крошечное, и оно практически ни о чем не говорит. Важно здесь другое, что текущие позиции указывают на то, что здесь должен быть либо прорыв и рост, тогда можно говорить о том, что растет, скорее всего, спрос на нефть и будут расти цены. Но вообще, как бы, вот эта формация, к которой мы подошли, здесь, скорее всего, будет отсюда отбой и какое-то движение вниз. Да, то есть на медь фундаментально спрос должен расти в связи с переходом на зеленые технологии, но вот в ближайшее время ситуация показывает, что, скорее всего, все-таки цены на нефть, они будут либо в боковике, либо проседать. Но опять же, это не сами цены, это позиции американских спекулянтов. То есть, поскольку лонги уперлись вверх и рост не продолжается, то я могу предположить, что, наверное, на медь спрос уперся в какой-то локальный потолок и, соответственно, наверное, будет либо боковик по ценам, либо какое-то откатное движение вниз. Так, ну и вот по алюминию идет движение вниз, достигнуто максимальное значение, и сейчас, в общем-то, идет выход из лонгов по алюминию. По алюминию связано это с тем, что вторая волна, не растет спрос на авиаизделия, на строительные конструкции, поэтому по алюминию, наверное, будет просадка как и лонговых позиций, так, скорее всего, и по ценам. Вот, ну как-нибудь отдельно цены на алюминий рассмотрим.
Так, друзья, давайте посмотрим, что на ММВБ по фьючерсам и, соответственно, какие движения в связи с этим могут быть в понедельник на открытии. Так, фьючерс РТС. Здесь юридические лица ставят на отскок и рост фьючерс РТС. Так, акции Сбербанка. Здесь обратная ситуация. Нарастили короткие позиции, то есть ждут дальнейшего проседания по Сбербанку. Так, по Газпрому также нарастили шорты, ждут дальнейшего снижения. Так, Норильский никель. Здесь подрезали лонги, немножко подрезали шорты. Так, ну Норильский никель мы отдельно будем потом смотреть. Вот если обращать внимание на это изменение позиций, то юридические лица ожидают, что Норильский никель будет продолжать снижаться в понедельник. Так, далее рубль-доллар, сишка. Здесь больше порезали шорты, чем лонги. То есть предполагается, что все-таки ожидают какой-то рост, но с моей точки зрения здесь уперлись 80, и соответственно здесь либо пробой и резкое движение на 82,5, либо соответственно здесь консолидация и откат вниз. Вот. Ну тут больше ставка на боковик, либо на небольшой задер вверх. Так, евро-рубль. Ну здесь однозначно ставка на то, что ждут рост евро к рублю. Прям вот такая мощная ставочка. Так, евро-доллар. Здесь ставка на то, что евро к доллару отскочит и будет расти. Так, далее нефть. Но нефть здесь ставка на отскок и рост нефти или на боковик в пределах достигнутых значений в районе 37,5. Так, серебро в понедельник. Юридические лица с утра ждут просадки цен на серебро. Так, а вот по золоту наоборот. Ждут, что золото продолжит восхождение и сходит на 1900. Так, ну и по природному газу здесь что-то как-то очень круто порезали лонги. То есть ждут, что природный газ будет в ближайшее время падать в цене. Так, друзья, ну все это основные моменты, которые по позициям и американских спекулянтов, и российских юридических лиц я хотел до вас донести. Хороших выходных!